Добрый день, уважаемые зрители! В сегодняшнем ролике я хочу заострить внимание на изготовлении забора своими руками. Данный забор был изготовлен мною лично в прошлом сезоне 2018 года. Хочу обратить внимание на монтаж и на материал изготовления данного вида забора. Значит, сам забор деревянный. Я закупил доску необрезную размером 76 мм, толщиной 22 мм и высотой 2 метра. Ввиду того, что у меня небольшой перепад участка, было принято мною решение о подъеме забора вот на такую вот высоту, примерно 40-50 сантиметров, ввиду того, что в дальнейшем имеется дальше по всей длине забора небольшой перепад по высоте. И в итоге в конце мы выходим на почти нулевую отметку. То есть это 2 метра по высоте забора. Может быть, я и буду подсыпать фундамент, не фундамент, а подсыпать сам песок на всем участке, а может быть и нет. Поэтому на сегодняшний день вот такая вот высота забора, порядка 2,2-2,3 метра. Значит, по материалу. Остановим внимание по самим доскам. Доски были обработаны. Значит, как? На станке мы прошлись, сделали, обрезали их, немножко подстрогали. После чего они подверглись пропиткой. Пропитывали мы, значит, не амидом, сенежем. Сенеж — это такой специальный антисептик, который в 2 слоя наносился на доску, и дальнейшей производилась покраска забора. Покраска забора, хочу обратить внимание, произведена самодельной краской, изготовленной по шведской технологии. Данный рецепт шведской краски я нашел в интернете. Там вполне хватает очень много информации по шведской технологии покраска, по финской технологии. Мне предпочтительнее было рецепт по шведской технологии. Значит, сам рецепт я вам напишу, потому что сейчас не вспомню, что там по ингредиентам. Конечно, я помню, там небольшое количество ингредиентов. Значит, к чему я завел этот разговор? Было первоначально красить этой краской довольно стрёмно. Почему? Потому что я боялся, что она облезет. Ввиду того, что написано в интернете, что данная краска наносится на необрезную доску. А поскольку у меня доска была строгана, поэтому я боялся, что она облезет. Но по прошествии 1 года могу сделать вывод, что краска уже держится целый год. Незначительные просветы на доске имеются, но процентов 95 по краске изумительно. Доску крепил на металлический профиль 40×20. Использовал в качестве столбов металлические трубы. Где-то часть купил, где-то часть обрезал со старых труб отопления в доме, потому что производился демонтаж, а что-то производилось, закупалось. Значит, вот здесь вот вы видите проем шириной 4,5 метра. Данный проем предназначен как технологический заезд для заезда грузовой техники. Ввиду того, что у меня идется масштабная стройка, на сегодняшний день я произвожу реконструкцию частного деревянного дома, то есть производится замена старого бутового фундамента на новый свайно-ростверковый фундамент. И при всем при этом дом будет подниматься на высоту 50 сантиметров от первоначальной отметки. Поэтому в необходимости данного заезда вопрос стоял очень остро. Здесь будут устанавливаться откатные ворота. Значит, по столбам хочу заострить внимание, что столбы изготовлены из полусухой бетонной смеси. Столбы изготавливались самодельные, покупалась форма специальная для столбов и производился монтаж данных столбов. После чего они окрашивались в фасадную краску. Выбран был коричневый цвет, как под тон забора, так и тон столбов.
был у меня больной вопрос по креплению. То есть крепеж я подбирал изначально очень долго. Не мог определиться, на что крепить доски. Изначально я думал крепить на саморезы с пресс-шайбой. Однако мой выбор пал на кровельный саморез с толщиной 5,5 мм и прокладочкой между пресс-шайбой и самим болтом. Почему я выбрал такой тип саморезов? Ну, потому что очень много в интернете есть информации по тому моменту, что по истечению зимнего сезона часть саморезов с пресс-шайбой, в частности, отваливаются. То есть процентов 5-10 саморезов просто-напросто ломает. Ввиду того, что доска играет, она зимой напитывается влагой, ну не зимой, ближе к весне. И после этого происходит расширение, сужение доски. А за счет того, что здесь имеется прокладочка, поэтому я думаю, что я сделал правильный выбор. И по прошествию одного сезона, значит, у меня ни одна доска не отвалилась, ни один саморез не отвалился. И я доволен своим выбором. Конечно, это очень недешевый тип крепежа, однако я доволен, что у меня выбор пал именно на этот тип крепежа. Вот, в принципе, и все, что я хотел обратить внимание. Значит, сам ролик записывался для того, чтобы сделать акцент, что можно купить краску, которая стоит порядка там $200 на забор. Вот на данных 40 метров мне необходимо надо было $200 на краску. Однако я, найдя в интернете рецепт по шведской технологии, произвел покраску данного забора, который мне обошелся порядка в 4 раза дешевле. Поэтому еще раз обращаю внимание, не бойтесь, красьте краской по шведской технологии. Всем большое спасибо за внимание, всем пока, до свидания.